Всем привет! Это наш первый выпуск, и мы хотим рассказать вам немного о том, как появилась идея создания канала на YouTube. Мы оба живем в Израиле, репатриировались в разное время, но менее 3 лет назад. Израиль – страна дорогая, и работать здесь приходится много, но отдыхать тоже хочется. За прошлый год у нас совместно получилось отдохнуть три раза, да. И все эти путешествия были непродолжительные, активные, Яркие. насыщенные, в то же время немного довольно-таки бюджетные. Да. Мне нравится планировать путешествия, отслеживать недорогие билеты, искать интересные места, планировать маршрут. А у меня есть опыт ведения канала на YouTube, ссылку на который вы найдете вот здесь. Объединив опыт, мы решили создать канал о путешествиях, который не сильно ударяет по бюджету. Нам, как и многим из вас, нравится открывать для себя новые страны, места, ивенты, пробовать национальную кухню и напитки. Мы будем фиксировать все наши траты, а также делиться с вами эмоциями и опытом. А в перерывах между заграничными поездками снимем сюжеты про нетипичный Израиль. И будем рады обратной связи, советам и рекомендациям. Сейчас мы находимся в аэропорту, и основная цель нашей поездки – это посещение, без преувеличения, самого массового гуляния в мире – Октоберфест. Но помимо пивного праздника у нас запланированы еще несколько интересных мест для посещения. Это Артур И Олег. и наш канал Backpack Travel. Погнали на на Октоберфест! Привет, друзья! Как начинается наша и конкретно моя поездка? Как мы сказали ранее, Израиль страна достаточно дорогая, и поэтому очень часто мы покупаем себе вечерние рейсы. Во-первых, потому что они стоят дешевле, во-вторых, есть возможность поработать с утра. Вот и сегодня я проснулся в 4:30 утра, чтобы к 7 приехать на работу, отработать. И вот сейчас порядка 4 часов я освободился. Жду ребят, которые должны приехать на машине забрать меня. Мы едем на длительную парковку, оставляем там машину, пересаживаемся на автобус, приезжаем в терминал и без спешки проходим все процедуры. Собственно говоря, только я поговорил о том, что жду ребята, вот они уже подъезжают, видите, вот стремительно несутся. Это наши дружки. Ну-ка, давайте посмотрим. Йоу, приехали. Так что рвем в аэропорт. В общем, машину оставили мы на этой парковке, вон там, в дальнем конце. А теперь чешем на остановочку, откуда нас заберет бесплатный автобус. И если повезет, привезет не в 3-й терминал, а в 1-й. Здравствуйте, вы раньше уже так ездили? Нет. Ага, ясно. Ну а вы мужчина куда? Может, нам туда же? Пожалуйста, мы вылетаем из 1-го терминала. Это, обратите внимание, это тоже написано терминал Эхат. Он едет с этого. Ну, оттуда сюда, правильно? Стоим на посадку. Наш автобус, нет автобуса. Вот Артур опять нервничает. Где наш автобус? И что хочу сказать, что надо летать авиакомпании Ryanair выбирать, нежели Визаир, потому что они никогда не проверяют багаж. Смотрите, какой у Артура багаж. Ну-ка покажи свой чемодан. Он же явно не влезет ни в одну рамку, да, которая вот это не существует. А этим все равно, товарищи. Купили билеты, слава богу, как говорится. А вот это любимый момент Артура. Да, где почему? он Потому что мы идем в самолет. Я в коридоре. Прилетели в Вену. И, в принципе, это было не слишком утомительный перелет, но нормально, да? Сколько там? Подожди. Перелет не слишком утомительный был, конечно. Не слишком. Не слишком утомительный перелет был. Но кто-то, может быть, и спал в это время, но это нормально поездка. Вот. В общем, 4 часа, и мы в Вене. Здесь прохладно, приятно. Сейчас поедем куда-то. В отель. Кстати, очередь здесь не очень большая. Мы там успели, не мешкая, пройти побыстрее. И стоять вроде не очень долго. Ну, посмотрим сейчас, что и как. Короче, я посмотрел, что до отеля нам топать 1,5 часа пешком или 8 минут на машине. Наверное, мы выберем второй вариант, да? Пошли сюда. Пожалуйста. Зюгенг-Ост. Achso, sorry. Ist ja nichts. Ich glaube, dieser Mensch ist mit dir. Hatscha, danke. Наш отель находится вот возле этой часовенки прекрасной. Старинный. 100% ей 500 миллионов лет. 500 тысяч. Немножко ошибся в порядке. Фонтун, вот он. Ну да, я вам на углу сказал.
Вот ну, угол. Смотри. Out front door. National Cartoon is always open. Так, пожалуйста, обзор комнаты. Ой, как мы любим. Ладно, один раз, нет, в смысле, один раз можно. Only here in Austria we have some private operated sections on the motorway. These sections are included a tunnel or a bridge, and that's why you have to stop and pay. But you will see it. You drive on the motorway with two lanes. After that, 5 or more lanes with a physical gate, with a small container or small house. You can pay over the window with cash or with card. It's like in Italy, right? Yes, like in Italy. Yeah. Always have to pay. But otherwise, you can drive What everywhere. happened here? Oh, 3 cars. Incident. Crashed. Yes. В 8 утра мы уже приехали в рент-а-кар, да, и берем машинку. Цены вполне приемлемые. Обязательно все это напишем. Тут уже договаривались. Немного позже сделаем обзор машины, которую мы сняли, но пока я покажу, почему мы не арендовали машину маленького размера. Например, Renault Clio или Opel Corsa, которые могли быть дешевле. Кому-то из этих кабанов пришлось бы ехать сзади. Это в такой... Мы можем машину побольше взять. В такой маленькой машинке это было бы не очень удобно. По этой причине мы взяли машину побольше, обзор которой мы сделаем прямо сейчас. Пойдем. Вылазьте уже, давайте, не нашу машину, но... Собственно, машина, которую мы арендовали. Это 308 Peugeot 23 года, 11 тысяч километров пробег. Машину купили, внимание, 2 месяца назад. Почему ее? Просто потому, что она больше размером. Здесь большой багажник, можно кинуть вещи. Здесь достаточно места сзади. Штурвал как на Тесле. Прикольно. Что по стоимости? За 5 дней аренды, учитывая полную страховку, проезд по платным дорогам Австрии и Словении, мы за машину заплатили 514 евро. Я считаю, цена вполне приемлемая. Поехали! Следующая остановка... На Октоберфест. Нет, рано еще. Октоберфест будет завтра. Сегодня у нас... Погнали! Это сюрприз. Мчим по дороге Австрии в сторону местечка, которое пока не будем называть, потому что это секрет, сюрприз. Сняли машинку. Это Peugeot. Да, свежая Peugeot. И нас очень радует, как она выполнена. Реально, что-то французы шагнули. Теперь говорят, что это больше немцы, чем французы. Вперед. И посмотрите, как все классно. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Первые 2 часа пути и 200 километров дороги пролетели очень быстро. Сначала мы активно обсуждали арендованный нами автомобиль. Машина действительно порадовала. А Артур негодовал от того, что на хайвеях Австрии установлен лимит 130 км в час. Уж больно ему хотелось проверить, на что способно авто. Спойлер, на автобанах Германии ему это удалось. Мы ехали и наслаждались красивой природой, зелеными лугами как с картинки, аккуратно постриженными обочинами дорог, европейской культурой вождения и чистотой. С каждым поворотом эмоций становилось все больше, а первая остановка все ближе. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back.
Сейчас мы находимся в небольшой австрийской деревушке под названием Таль. В доме за моей спиной провел свое детство один из самых узнаваемых людей на планете. Именно в этих стенах у ничем не отличавшегося от сверстников юноши появилась мечта, которую он стал одержим и посвятил всего себя. Здесь начинал свой путь наверх семикратный обладатель Мистер Олимпия, герой блокбастеров, боевиков, политик и просто крутой мужик Арнольд Шварценеггер. Да, именно в этом доме Арнольд Шварценеггер прожил первые 18 лет своей жизни. Находится он в деревне Таль, в 8 километрах от города Грац. Музей был открыт в 2011 году, к 64-му дню рождения актера. Его директором является Петер Уирдель, друг детства и одноклассник Арнольда. По счастливой случайности нам удалось с ним пообщаться. Приветствую, как вас зовут? Питер. Петер, вы помните времена, когда Арнольд жил тут, в этом месте? Да, Арнольд родился здесь в 1947 году и жил тут до 1966 года, так что в этом доме он провел свое детство и юность. Что вы можете сказать о нем? Каким он был человеком, когда рос здесь? Мы учились вместе в начальной школе. Арнольд был очень дружелюбным человеком, хорошим другом, и на него всегда можно было положиться. И это не только мое мнение, он всегда был готов повеселиться. Когда он здесь был в последний раз? В середине 2021 года. Когда он сюда приезжает, вы всегда встречаетесь? Вы все еще друзья? Да, конечно, и в том числе, когда он в Европе, мы обязательно видимся. Окей, спасибо большое за интервью. Пожалуйста, мне было приятно. По неофициальной информации, именно школьному товарищу актера пришла идея открыть посвященный ему музей. Сам же Арнольд принимал непосредственное участие в его формировании. Так он практически самостоятельно восстановил интерьер кухни по детским воспоминаниям, а также передал в музей самые дорогие памятные вещи. В музее мы увидели старые семейные фотографии, первые гантели великого культуриста, восковые фигуры и уютную кухню со старой металлической печью, в которой Аурелия Шварценеггер, мама Арнольда, готовила его любимый яблочный штрудель, а также старую хлебницу, стоящую именно в том углу, где она находилась более 50 лет назад. Дом, в котором провел свое детство Арнольд Шварценеггер, полон бесценных памятных вещей и уникальных экспонатов. В музее собрана коллекция скульптурных изображений бывшего культуриста, а также личных вещей молодого терминатора, включая его детскую кроватку и мотоцикл из фильма «Терминатор 2. Судный день». Как комментировал сам Арнольд, музей в своем доме детства он решил открыть вовсе не для того, чтобы еще сильнее прославить свое имя, а чтобы показать широкой общественности свое истинное происхождение. Тот факт, что он родился и вырос в обычной деревенской семье, по мнению актера, должен придать уверенности его поклонникам и стать для них главным доказательством того, что в этом мире возможно все. Для меня лично побывать в доме детства своего кумира – это целое событие, о котором я мечтал с 2012 года, когда узнал о существовании музея.
be back. В 1986 году, катаясь на лодке по этому озеру, Арнольд сделал предложение Марии Шрайвер. После чего они поженились и прожили вместе вплоть до 2011 года. После сытного обеда в городе Грац, который обошелся нам в 67 евро, мы двинулись дальше. По дороге делились впечатлениями после посещения дома-музея, обсуждали историю жизни Шварценеггера, его упорство и стремление постоянно развиваться и двигаться вперед. Отличная мотивация, не так ли? Настроение у всех троих было приподнятое, а ведь это только первый пункт нашего 6-дневного путешествия. Путь от города Грац до нашей следующей остановки составлял 185 километров на северо-запад Австрии. Через несколько десятков километров пейзаж резко поменялся. Зеленые луга превратились в самые настоящие леса, а вместо равнин со всех сторон возвышались горы. И чем ближе мы были к точке назначения, тем выше они становились. Один за другим мы проезжали тоннели, Альпы открывали нам свое величие. Далее навигатор увел нас в сторону от автобана, и мы сделали остановку в супермаркете. Мы решили сделать сегодня пивной вечер, потому что у нас есть рыба, которую Лев привез еще из России. И мы решили сегодня попить пивка с рыбкой вечером. И говядина есть? Да, и говядина еще у нас есть. И поэтому мы заехали в супермаркет за пивом. Так получается, у нас все есть, но мы заехали в супермаркет. Да, но у нас пива нету. Итак, мы затарились немного на вечер пивком. Вот что у нас получилось по цене. 52 евро, короче. В принципе, вполне норм. Закупив все самое необходимое на вечер, мы двинули дальше, а до пункта нашего назначения оставались считанные километры. Мы добрались до самого фотографируемого места в Австрии. Вся территория, на которой сейчас мы находимся, находится под охраной ЮНЕСКО. И есть за что. Небольшая деревушка под названием Гольштадт находится на берегу кристально чистого озера и с виду напоминает фьорд. То есть слева-справа у нас высокие горы. Раньше здесь была соляная шахта. Сейчас она не функционирует, работает как музей, но уже поздно, мы туда не пойдем. Олег и Лев пошли запускать дрон, а я сейчас похожу, поброжу
поснимать саму деревушку. Ну, в первое впечатление такое необычное, чисто, красиво. Много туристов, в том числе китайцев. Но в целом интересно. Пока очень интересно. Посмотрим, что будет дальше. Это просто сказка какая-то. Несмотря на то, что солнце уже не освещает саму деревушку, оно все равно смотрится очень красиво. Посмотрите. Это Олег занят рабочим процессом. Я говорю, занят рабочим процессом. Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I run miles away. Sometimes I couldn't breathe so effortlessly. You left me with nothing. Someday you took my voice, the power of my melodies. I knew that this was the day. Городок расположен на берегу живописного озера Хальштадт-Терзее. Здесь постоянно проживает примерно 750 человек. Гальштадт – самый живописный город у озера в Австрии и один из красивейших во всей Европе. Хотя тут, конечно, Швейцария поборется за первенство. Кристально чистое озеро со всех сторон окружает живописные горные хребты, создавая атмосферу тишины и уединенности. Гальштадт имеет богатую историю. Начиная с бронзового века, это примерно 1300 лет до нашей эры, и продолжая до железного века и римского времени. Археологические раскопки в этой области принесли множество ценных артефактов и информацию об образе жизни древних обитателей. Так, в 1846 году директор местных соляных копий Георг Рамзауэр обнаружил в окрестностях Гальштадта первый обширный древний могильник. Затем он вел раскопки на протяжении 17 лет и вскрыл почти 1000 из 2500 захоронений. Его находки свидетельствуют о существовании здесь в 700-500-х годах до нашей эры культуры людей, использовавших железо, которое было названо гальштадтской культурой. Инвентарь гальштадтских могил чрезвычайно богат и разнообразен. Всего в них было добыто порядка 6000 предметов. Это оружие, украшения, предметы утвари. Материальная культура могильника Гальштадт стала общеевропейским хронологическим стандартом Железного века. В 2003 году в одной из шахт была найдена деревянная лестница, которая пролежала на земле более 3000 лет. Из-за высокой концентрации соли в местной породе она сохранила свой первоначальный вид. Гальштадт также известен своими соляными копьями, которые использовались для добычи соли. Это было одним из первых мест в Европе, где начали добывать соль, которая была крайне ценным продуктом в древние времена и имела большое значение для торговли. Еще в Железном веке возле соляной шахты образовалось поселение, жители которого добывали и продавали ценный ресурс. Поднявшись на фуникулере, можно посетить древнейшие соляные шахты, послушать историю региона и увидеть настоящее подземное соляное озеро. Для информации, кому будет интересно, подняться на вагонетке туда наверх, на смотровую площадку, стоит 22 евро в обе стороны. Мы решили не подниматься. Есть куча интересных идей, куда можно потратить данную сумму денег. Живописная лютеранская церковь XIX века является настоящей визитной карточкой города. Ее утонченный шпиль можно увидеть во всех известных фотографиях города. В Гальштадте расположена старинная церковь Мария Амберг в древнем романском стиле. Внутри церкви находятся шедевры мирового искусства местных мастеров. Неописуемой красоты позднеготический алтарь со сценами из жизни Христа и Богоматери, Благовещение с изображением святой Екатерины и святой Варвары, а также великолепный алтарь в неоготическом стиле с главной сценой распятия Христа. Ценнейший позднеготический алтарь со сценами распятия из жизни Спасителя. До 19 века в Гальштадт даже не было полноценной дороги. Чтобы попасть в деревню, нужно было пройти пешком по узкой горной тропинке или приплыть на лодке с другой стороны озера. Сейчас озеро Гальштадт, благодаря стараниям австрийцев, остается таким же чистым, как и в прошлое тысячелетие. В озере, как и прежде, обитает рыба из семейства лососевых, которые приготовят в любом из ресторанов Гальштадта. Местные рыбаки называют ее рейнанке. Собственно, вот она, та самая рыбка. Сейчас будем пробовать. С какой стороны подойти к ней, не знаю. Давай попробуем отсюда прям, с хвоста. Лососевая, по идее, должна быть не шибко костлявой. Я думаю, это вкусно. Ну,
Не скажу, что рыба как рыба, и не скажу, что это прям вау. Ну, так, в принципе, неплохо. Вообще отлично. Очень вкусно, правда. Посмотрите, вот так живут люди. Прямо на берегу озера. Вот стоит чья-то коляска, обувь, балкончик с таким шикарным видом. Вот в этом симпатичном домике. Вот еще один жилой дом. В 1997 году Гальштадт был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как горный Гальштадт или культурный пейзаж горного Гальштадта. А вот еще с таким балконом, с видом на озеро, со своей лужайкой. И с таким шикарным видом. А это просто грушевое дерево. Вышел, хотел сказать, на крыльцо. Вылез в окно, сорвал грушу, съел и доволен. Класс. Вечерело. Альпийские вершины скрыли солнце. Ощущалась приятная усталость и информационная перегрузка. Первый день путешествия получился довольно насыщенным, и нам хотелось поскорее добраться до ночлега и просто расслабиться. До отеля оставалось проехать 33 километра. После посещения Гольштадта мы решили не преодолевать еще 200 километров до Мюнхена, а остановиться в отеле по дороге. Завтра утром просыпаемся, завтракаем и прямиком едем в столицу Баварии, чтобы успеть к открытию фестиваля, то есть к полудню. И, кстати, остановиться по дороге оказалась еще и хорошей идеей с точки зрения экономии, потому что в канун фестиваля цены на отели в Мюнхене увеличиваются минимум в 2 раза. А наш номер трехместный, вот с таким большим балконом, обошелся нам всего лишь 68 евро. И, кстати, на первом этаже здесь есть бар, куда мы сейчас и направимся.